Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами тема — это прогноз на август 2025 года для восходящих львов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Также хочу ваше внимание обратить на то, что если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае вы можете построить свой гороскоп на то время, которое вам известно, посмотреть, в каком знаке зодиака находилась у вас Луна, Солнце в момент вашего рождения, и для знака зодиака Луны, либо для знака зодиака Солнца смотреть прогнозы, и они тоже, в принципе, у вас должны работать. Теперь давайте обсуждать тенденции августа 2025 года для восходящих львов. 9 августа состоится полнолуние в вашем шестом доме гороскопа. Шестой дом — это дом труда, рутины, режима дня, препятствий, врагов, спорта и кредитов, в том числе долговых обязательств. Полнолуние в шестом доме гороскопа может давать такой результат, как у кого-то смена работы, у кого-то или перемены в работе, у кого-то может быть, допустим, смена спортивного зала, смена преподавателя по спорту, смена, например, там, процентов по кредиту, поход в поликлинику, поход в банк, вот такие вот. Ну, то есть полнолуние, оно не всегда дает значительный результат. Но если у вас такой этап, что у вас сейчас что-то значительное решается, то тогда может быть и значительное событие. У кого ничего такого не намечается, то это может быть какое-то, достаточно рядовое событие. С 11 августа по 30 августа в прямом уже движении, то есть выйдет из ретроградности Меркурий в вашем 12 доме гороскопа, будет идти в прямом движении. В 12 доме, в доме дальних поездок, в доме иностранцев, закрытых организаций, потерь. И Меркурий, вот этот вот выход из ретроградного движения, дает возможность завершить те вопросы, которые могли застопориться в период ретроградного Меркурия. То есть, может быть, какие-то вопросы были поставлены на паузу, может быть, какие-то вопросы подверглись сомнению, каким-то переделкам. И в первую очередь это вопросы, касающиеся ваших денег, касающиеся каких-то платежей, допустим, когда оплата какая-то застряла где-то, когда вы не можете заплатить куда-то, или вы что-то хотели купить там за границей, вы хотели купить какой-то тур оформить. Это все, если у вас застопорилось, то сейчас может разрешаться. Также вопросы закрытия бизнеса, вопросы переоформления счетов, вопросы отношений с друзьями, с какими-то покровителями и так далее. С 16 августа по 16 сентября в ваш первый дом гороскопа заходит Солнце, то есть в свой собственный знак. Это хорошо. Транзит Солнца по первому дому гороскопа автоматически повышает нашу статусность, заметность, влияние, может быть даже такое, знаете, после какого-то перерыва выйти в свет, выйти на свет. То есть заявить о себе где-то, может быть, получить какой-то статус, может быть, где-то авторитет свой повысить и так далее. Может быть, прояснение чего-то связанного с вашим статусом, связанного с вашей репутацией, с имиджем, связанного с вашей внешностью, здоровьем и так далее. Солнце у вас в первом доме гороскопа будет соединяться с Кету ближе к своему транзиту, к окончанию своего транзита. Поэтому конец транзита Солнца может там характеризоваться какими-то неясными ощущениями по здоровью, но в целом этот транзит для вас благоприятный, потому что управитель всего гороскопа идет по первому дому гороскопа и как бы фокус на себя. С 20 августа по 14 сентября Венера будет идти по вашему 12 дому гороскопа. Планета любви, красоты и творчества будет идти по дому, который отвечает за фантазию в том числе.
И транзит Венеры по 12-му дому, он дает, во-первых, в работе, может быть, какой-то период творчества, фотосессии, видеосъемки, может быть, какие-то презентации рисовать, что-нибудь такое. Также по работе, может быть, контакты нужно будет с какими-то иностранцами, либо контакты по работе с какими-то закрытыми организациями. Также у кого-то из львов может быть период небольшой такой какой-то отдыха от работы, у кого-то перемены в работе, допустим, и в статусе, то есть документы поменять, паспорт поменять и так далее. В целом у вас есть тенденция на то, что вы можете передавать куда-то документы. Что еще интересного, это период спорта, но такого, более легкого. То есть кто-то захочет побегать, кто-то захочет покататься на велосипеде, кто-то захочет пойти на танцы, на йогу, и Венера будет этому способствовать. 23 августа будет в вашем первом доме гороскопа новолуние. А новолуние в первом доме гороскопа – это то, что касается нас самих. То есть это новый статус, новая какая-то часть нашей общественной деятельности. То есть, может быть, где-то вы запишетесь в какую-то организацию, либо у кого-то даже устройство на работу. То есть фокус на вас. В принципе, новолуние в первом доме гороскопа может давать получение какого-то важного документа, допустим, вида на жительство, паспорта, гражданства, свидетельства о браке и так далее. И с 30 августа по 15 сентября в ваш первый дом гороскопа зайдет Меркурий и будет до 15 сентября в первом доме гороскопа. И это для вас тоже хороший такой достаточно транзит, потому что, ну, во-первых, вы будете много о себе рассказывать. Возможно, у вас будут какие-то новости, которыми вы будете со всеми делиться. Возможно, вы будете ходить на собеседование. Также это транзит для того, чтобы изучать себя. То есть, может быть, даже в прямом смысле, сколько рост, сколько вес, как я питаюсь, какой-то аудит свой провести. Это период вложения денег в себя, в свои навыки, в свою подачу, в свой имидж, исполнение каких-то желаний тоже может быть, каких-то сами себе можете какие-то подарки делать. То есть фокус будет на вас самих, внимание других людей может быть тоже обращено на вас самих. Они могут, может быть, помогать вам, обсуждать что-то вместе с вами, может быть, радоваться вашим успехам и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих львов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.